Кое-где снег еще лежит. Остатки снега. Вот около елочек. А я иду по дорожке. Скоро мне предстоит сворачивать в этот лес. Вот такой вот лес. Труднопроходимый лес. Посмотрим, что там. Это первый выход в 2023 году. Тяжелые обстоятельства не позволили мне раньше сходить в поход, хотя я очень хотел. И вот, наконец, праздничный день, накануне Пасхи, я выбрался на природу. Иду по дороге асфальтовой,
в резиновых сапогах, потому что в лесу может быть очень влажно. Пилы ждут своего часа в рюкзаке. Я взял обе пилы. И Силки, и Бахко. Все взял. И мачете взял. Будем заниматься тестированием в условиях, приближенных к реальным. Потому что скоро уже великий поход. Конечно, все в воле Всевышнего, но надеюсь, он позволит мне сходить в поход. Очень надеюсь. Вот так вот. Ой, все падает. Вот так. Вот боже, сильно разлилась. Там рыбаки чуть подальше сидят, жгут костер. Но я тоже буду, только чуть попозже. Ох. Пробрался через лес. Там, конечно, ну что говорить, снег был, завалы. Ой, тут тоже дрова есть. Вот, наконец, я спустя много месяцев тут. На боже. Набрал воды. Сейчас немного передохну. Кстати, надо посмотреть, что там с картошкой-то. В том году еще оставлял на пеньке. И
ни следа не осталось от картошки на пеньке. Кто-то все-таки съел. А нет. Вот она. Вот она. Какая стойкая. А вот предмет еще один. Это железяка. Я ее все время вешаю на дерево, кто-то снимает и сбрасывает. И так продолжается уже много лет. Повешу снова куда-нибудь. Нечего сбрасывать. Ну вот, обзор. Обзор всего, что я с собой привез. Ну, начнем слева направо. Вот лежит лучковая пила. 2 полотна, деревянная конструкция. Ну и тут же спиннинг рядом с ней в чехольчике. Потом повербанк. Затем солнечная батарея. Потом коврик терморест. Неоаэр Экстерм. Дальше спальный мешок. Вот в этом чехле зеленом пила-силки, мачете, маленькая пила, про которую я потом еще расскажу. Дальше веревка. Это центральный колод палатки. Конденсатник лежит, вот этот белый пакетик. Колышки для палатки, черный хлеб. Там внутрянка лежит маленькая. Палатка, позади нее плавленый сыр. Здесь черный хлеб. Ну, это продолжение этого кола. Печенье. Там заготовки для супа. Лук, картошка, сырки. Сушки. В коробочке рыболовные снасти. Это посуда. Кастрюля, миска. Заварочная. Приспособление чайник с радиатором. Экран. Тапки, калоши. Там вот майонез. Еще рисовые носки, конечно же. Тут лежит у нас радиоприемник, рюкзак, разделочная доска, ну какие-то веревочки. Вот, собственно, и все. Этого более чем достаточно. Сейчас телефон подзаряжу, буду ставить палатку. Солнце еще есть. Лес солнечный. Очень хорошо, что я выбрался. Вот все имущество. Попилить тут есть что. Там в лесу много дров. Там река. Там около костра, где будет костер, бутылки стоят с водой. Одна почему-то лишилась крышки. Непонятно. Вот, костер, видимо, начнется с этой ветки. Ну, а потом дело пойдет интереснее. Вот там сколько их. И так вот весь лес. Пили не хочу. Можно пилить, пилить. А вот здесь, возле этого дерева, стоят колышки, которые я использовал для палатки. Такие деревянные. И вот тут вот много лет гниет топор, который сломался у меня как-то зимой. Ну пусть себе там он вырастает, как память. Вот нехитрый набор. Нехитрый набор походный. Буду палатку ставить сейчас. Поставлю. Ну, а потом посмотрю, что. Пилой займусь, наверное. Пилением. Тут есть что попилить. Есть. И вот это дерево.
красивое. Его я, конечно, пилить не собираюсь. Оно достопримечательность. Вот мачете. Собираюсь я немного перекусить. Хоть и рановато, но взял с собой яйца. Сейчас чуть-чуть перекушу, а то с утра только поел. Поставил палатку. Уже мачете использовал, порубил ветки. Зашибись. Это то, что надо. Скажу я вам, друзья, я заказал в Златоусте изготовление кастомного мачете се из стали У8А определенной формы. Но я вставлю потом чертеж. Очень хочется такое мачете кастомное. Ну и вот этот нож я, конечно, заточил. Он бреет. Хороший нож. Очень острый. Ой, яйца вот волосатые. Все как по фэншую. Ой. Яйца у меня вот с чем. Это рыба. Сам я посолил рыбку красную. На распродаже купил. Так-то без распродажи это дорого простым людям. Я-то простой человек. А с распродажей можно иногда. Рыба это жирная. Ой, куда? Куда драгоценная рыба? Эх, жирная она. Соленая очень. Сам солил. Мускатный орех добавляю немного. Вот, а для мачете сделал вот такие ножны. Вот оно как выглядит. Это разделочная доска. И вот эти вот специальные для кожи такие двойные заклепки. Нагрел немножко, согнул, придал форму. Ну а здесь сделал люверс, чтобы если что крепить. Держится прекрасно, ничего не шумит, не болтается. Вот. Очень удобно. Всем рекомендую так делать. Вот. Вообще хороший материал пластик для того, чтобы ножны делать. В отличие от кожи, он воду не впитывает. Гидрофобный он. А река разлилась. Ой. Но, конечно, уже убывает. Убывает она. Вот часто сплавляться самое то. Ой, мне кажется, там рыба перемещалась. Надо спиннинг скорей. Скорей спиннинг надо. Скорей. Может, что поймается. Так, это я в тот раз очень больно крупных нарезал. Сейчас их помельче попробую. Потому что пальцы все
отрезать. Вот так. Яичко-то. Вот. И одно там останется, у меня майонез еще есть. Сейчас перекушу с яйцом, вот рыбы, вкус. А рыбу я солю так. Очищу ее, кожу там сниму, мясо само кусочками нарезаю, добавляю крупную соль, чуть-чуть сахара, мускатный орех. И так оно где-то стоит часов 10, не знаю, может меньше. Тогда как? Хотя это, конечно, плохая примета брать рыбу с собой туда, где есть возможность ее поймать. Но я, скорее всего, ничего и так и не поймаю. А если поймаю, то будет чудо. Ну и вот, как раз тут осталось немножко. Вот, превращает нашу жизнь в деликатес майонез. Рыба-то кончилась, мало ее было. Такой рыбы много не бывает. Ну, еще предстоит мне собрать лучковую пилу. Два полотна я взял. Да. Вот. Лучковую пилу надо будет собрать. Силки есть. Еще там одна, типа японская пила маленькая. То есть отжима, то ли еще какая-то. Так. А вот этот нож, как выяснилось, он не из углеродистой стали. Я поначалу расстроился, такой думаю, как же так-то? Еще и прилип к нему желток прилично. А его надо протирать, чтобы он... Это какой-то быстрорез. Что-то легированное. Потому что, как я выяснил, я его хотел заворонить. Ну, ржавеет он, типа оксидирования сделать. Заворонить горячим способом. Как топоры воронят. Ну и другие как бы изделия из углеродистой стали. Сунул в раствор. А он хоть бы что. Ничего с ним не происходит. Вот как бы его остроту на чем продемонстрировать, я не знаю. На чем его продемонстрировать? Можно попробовать на палочке. Нет. Бумаги нет у меня тут, чтобы резать. Вот. В общем, сильно острый он. Бреет. И не тупится. Ну так вот, опустил я его в окисляющий раствор, а он не чернеет.
Тогда я бихромату добавил туда. Ну так, слегка стал сереть. Ну что делать? Надо по технологии как для нержавейки. Ну и раствор щавелевой кислоты опустил. Он вот такой вот стал. Прям черный почти. Значит, это какая-то легированная сталь. А что такое легированная ржавеет? Ну, вероятнее всего, быстрорежущая. Как R6M5 там. Вот такого рода. Ну, точно, конечно, я не знаю. Спуски я у него улучшил вот этим вот алмазом. Специальный напильник покупал. Долго мучился, но улучшение спусков сказалось положительно. Очень острый. Будет им рыбу удобно расчищать. Ну а мачете, вот так. Тоже я его оксидировал. Вот тут эти спуски, все, тоже оно бреет. Вон, волоски острый, острый предмет, очень. И мне понравилось, как оно рубит сухие еловые ветки. Очень хорошо рубит. Удобно рубит. Вот. Крепится вот таким образом с помощью фастекса такого. Чтобы можно было снять эти ножны легко и убрать. Вот так. Очень легкие, очень удобные. В общем, это всем рекомендую такую технологию. Мачете маленькая, 12 дюймов, как раз вот под большую разделочную доску. Ну, а если у вас больше мачете, какой-нибудь там 14, 18, или 26 еще дюймов, как у меня есть, тогда труба. Лучше всего вентиляционная труба из белого пластика. Вот самое то. Холодно, кстати. Хорошо. Что бы сейчас поделать такое? То ли попилить, то ли спиннинг собрать. Вот люблю я в походе вот эти дилеммы. То ли пойти пилить, то ли спиннинг собирать. И то очень хорошо. Очень. Река, кстати, быстро течет, прям видно течение. Чай из Ташкента, чай номер 110. Узбеков беру. Там мясо продают, халяль. Прихожу, говорю, мне чай. А они знают уже, откуда там достают. Вот, говорят, пей, брат. Все люди братья. Узбекские братья чай хороший нам доставляют. Зеленый чай. Костер надо делать, конечно. Костер. Все надо делать. Ну, ловить сейчас на спиннинг. Хотя весной вот на Селигере ловилась щука. Как раз под вечер. Интересно, что тут будет. Поймается ли? Не знаю. Не поймается и не беда. Ой. Красота. Здесь елочки маленькие растут. Несмотря на то, что пасмурно, небо, ну не пасмурно, а солнце заходит. Это еще немного заряжает. О, как там. 95%, короче. И вот рум-тур по палатке. Вот, сначала обойдем ее
с разных сторон. Посмотрим. Я сделал растяжки, потому что ветер был. Я думаю, сделаю на всякий случай, а то еще сорвет. Тут вот ветка есть. Для костра она пригодится. Шишки. Ой, печь в этот раз я не брал. Налегке, так сказать. И вот палатка. Тут рюкзак лежит, кое-какая снедь. Вот, и что ж тут внутри? Маленькую взял внутрянку. Ну, вот такую цельнотканевую. Только сверху небольшая там сеточка. Ну, это ничего. А внутри... Вон, подушечку я нашел такую. Внутри коврик терморест. Под ним лежит коврик Эва. Ну, и вот там вот спальник и конденсатник. А флеймскрит вот этот вот маленький. Тут носки. Ну, в общем, вот ничего тут больше и нет. Вот тут я буду спать. Комаров сейчас, насекомых никаких нет. Ничего нет. Вот как она крепится. Вот это для печки вывод. Проходной узел. Вот здесь вот она вот так крепится. Ну, в общем, как придется, так и крепится. Вот здесь вот продукты. Сушки лежат, хлеб. Все, что необходимо. И вот вид из палатки вот такой. Хороший вид. Дерево тут есть, река. Ветер временами. Кстати, ножны для мачете не мешают присаживаться, что-то делать, потому что достаточно длинная подвязка там. Вот. Наверное, сейчас вот этим займусь делом. Спиннинг, пила. Есть сейчас пока не хочу. Надо костерок устроить. О, солнце заходит. Что на заходе солнца рыбка какая. Меня порадует. Не только меня, но и мачете. Я же думал этим мачете рыбу разделывать. Ну, уже разделывал, в принципе. Только покупную. Удобно. Вот. Вот она, Бужа. Прекрасная река. Ну и вот общий вид лагеря моего. Костровое место есть. Там вода стоит, а вот там палатка. Ну, в принципе, ничего не должно упасть. Сейчас пойду заготовлю дров. Там я уже с помощью мачете нарубил упавшие там, ну, в общем, упали сосны, елки сухие. Жук подгрыз. Вот. Я мачете там помахал чуть-чуть, порубил. Такие хорошие сухие ветки. Все это в костер пойдет. Но, ребята, я вам скажу, мачете — это вещь. Вот жалею, что раньше не пользовался. Очень, очень удобная штука. Вот посмотрим, что в Златоусте мне сделают. Знаменитый город. Там оружейники. Амосов там, Алианосов, как его, который Булат сделал. Был такой мастер. Может, сделают мне хороший инструмент. Буду им рубить ветки. Ну и бразильский тоже неплох совсем.
Вот, батарея все еще заряжает. В общем, мачете это вещь стоящая. А там вот кабаны в той стороне бывают, потому что там заросли дубов и много желудей. Ну, конечно, отсюда дуб я не повезу, да и время неподходящее дуб собирать. Вот как хорошо палатка стоит. А то все дуговые. Не, вот легкая, вместительная, очень устойчивая, очень универсальная для печки, пригодная. Но есть свой нюанс. Конечно, надо знать, как ставить. Понимать надо, соображать, где ставить, что ставить. Дуговые тоже имеют свое применение. Но, на мой взгляд, все же пирамида, она несколько лучше. Ох, какое же дерево. Вот такие вот места тут. Вышел я покидать спиннинг немного. Но ничего не поймал. Пора уже костер устраивать, а то сейчас холодно будет. Вот такие вот дерева. Вот такие. И дубы, и березы тут есть. Может, сок попробовать чуть-чуть добыть березовый. Вот чем такое пилить, например? Кроме двуручной пилы ничем не распилишь. А здесь такие вот озера. Тут, видно, все затапливалось. Или вот дуб, скажем. Вот он каков. Ну, чем такое пилить? Даже вот эти вот. Томат, ну, не знаю, катанобой какой-нибудь. Большой, метровый. Вот. Головешки какие-то. Тут жёг, что ли, что-то. Вот. А вот такие вот веточки, их вполне можно с помощью мачете рубить.
Я в этом убедился. Вот такие вот. Они часто в лесу встречаются. Мачете меня вдохновило. Прям хороший инструмент. Хороший. Вот. Или вот такой вот тоже дуб тут растет. Вон там много дров. Тут с дровами нет проблем. Полно. Вот сейчас я буду как раз заготавливать. Ну, не здесь, поближе. Это я вдоль реки прошел так немного. Покидал спиннинг. Не поймал, ну и что? Или вот, например, великан лесной. Ох, каков. Дуб. Тут и сухие находил дубы. Ну, а это вот елка. Все это надо знать, чем дуб от елки отличается. Не все это знают. Какие дрова лучше, как они горят. Тут затапливало прилично. Там вот брусника уже видна. О, как течет. Довольно быстрое течение. Сейчас сплавляться самый кайф. Было время, я бы на Покрафте бы. Там вот озеро. Когда-нибудь я все-таки сплавлюсь по ней. Когда-нибудь, я верю, придет такое время. До озер до этих доплыву. И дальше. Может, до самой Оки. Были б силы. А то встретил сегодня в поезде человека. Ну, постарше, конечно. Но видел, у меня рюкзак, говорит, вы что, турист? Я говорю, ну да. И вот такой, я вот тоже туристом был. А теперь диабет у меня, ноги болят, не до туризма. Вот тут какие затопленные есть озера. Про топоры с ним поговорили, про пилы. Он все разбирается, канадский зуб, как там пила лучковая, как все это делается. Вот. Все он знал. Говорю, ну а что ж, вы хотите хоть в лесок? Он говорит, нет, не могу, ноги болят. Были и когда-то и мы рысаками. Вот. Навело это меня на мысль, что надо пока жив, пока есть здоровье, ходить в лес. Вот муравейник. Такой вот он. Птицы поют. Вот везде я здесь кидал спиннинг. Но что-то ничего не поймалось. Ну, уже поздно, 6 часов. Вот. А сейчас мы подойдем с вами к такому месту, где мачете использовалась. Вот. Смотрите, друзья. Вот столько лежит деревьев упавших. Их не было раньше. Тут жечь не пережечь. Вот я ими займусь, наверное. Пилить тут одно удовольствие. Вот, ну вот, скажем, вот чем вот такое вот пилить? Ну, толщина его, ну, 40 сантиметров, наверное. Может, ну, 35, я не знаю. Чем? Большой пилой, лучковой, длинный, может. Ну, попробую бигбоем попилить. Такие вот, конечно, это не проблема. Вот это все я мачете перерубил, все ветки. Особенно хорошо рубить ветки, которые на весу находятся. Топором их только под основание можно ударить, чтобы... Вот зацепился в результате за какую-то ветку резинкой от штанов. Там внизу есть резиночки такие.
Надо что-то делать с ними. Ну, когда в сапогах-то это не важно. А когда так вот в тапках я хожу, вот таких вот калошах, вот зацепляется. Вот здесь вот я поработаю, попилю. Уже кое-что, вот я их нарубил. Такие сухие ветки, сухие. Мачете берет только в путь. Покажу потом, как это происходит. В общем, ребята, имейте в виду, мачете, трамантина, ну или какой-нибудь другой там, какой вам понравится больше, от ручей. Течет река, течет ручей. Вот. Такие тут вот тоже встречаются деревья. Там их тьма. Ух ты, туманчик начинается уже, похоже. Что-то гудит вдалеке. Красивое небо. Эх, как же давно я не был на природе. Какое-то счастье. Ни с чем не сравнить. Сейчас буду костер разводить. Пилу лучковую настрою. Вот только думаю, какое полотно. Может, по сухому поставить. С зубьями. Сейчас решим. Что-то там вдалеке гудит. Вот, а палатку-то надо закрыть. Да и солнечную батарею, пожалуй, убрать. Уже толку не будет. А закрыть палатку надо почему? Просто все. Дело в том, что да, зарядка уже не происходит. Темновато. Потому что конденсат будет. Вот, поэтому надо закрыть. Сейчас я закрою. Ну, роса может выпасть. Не конденсат, роса. Сейчас я прикрою тут все. Ну, хотя бы внутреннюю. Тут-то пусть все выпадает. И буду делать костер. Погреюсь хоть. Вот такое вот бревно, дорогие товарищи. Вот такое. И вот такая вот пила. 76 сантиметров. Вот, для сравнения. То есть это бревно сантиметров 40 такое. Вот я его начал пилякать. Пилой. Опа. Это пила по сухому дереву. Получится ли мне отпилить вот этот здоровый кусок? Сколько времени это займет? Не офигею ли я? Кажется мне, что натяжение пилы немножко ослабло. Сейчас я ее... Видимо, она как-то там устаканилась. Сейчас я ее... Ох, такой запах, прям дерево приятный. Сейчас я ее еще подкручу, чтобы она прям сильно была натянута. Да. Вот так. Это, конечно, надо дорабатывать, додумывать, как тут лучше сделать. Но почти половину, ну не половину, треть, может быть, я уже пропилил. А это всего ничего. Вот сейчас я подтянул. Посмотрим, что дальше будет.
потом будем силки испробовать. Кто-то там кричит. Вот, ну огонь. Вот, а говорят, что там, типа, это максимум, что можно рукой. Да ладно, вот. Можно еще значительно больше. Вот это 7,6. Думаю, 90 запросто можно. Ну, конечно, то, что я вот не обточил эти деревяшки, в руку врезается, может быть... Ну, уже половина ствола. Половина. Очень мощная пила. Вот такие вот дела. Как надо перчатки, что ли, надеть. Перчатки. Кевларовые. Которые тут из них. О. Вот так. О! Фух. Она еще хорошо под действием веса вот этого куска, а это я хочу как основу костра сделать. Попробуем, может, мачете его поколоть. Это все костерок, костерок, люди. Костер надо делать вот из таких. Тогда это будет костер. Фух, устал я уже. А еще полствола пилить. Но, знаете ли, раньше я даже бы не посмотрел в сторону такого дерева. Это, ну, это гигант реально. Вот эта штука весит, наверное, как человек. Вот это вот, килограмм 80, небось, весит вот этот кусок. Вот. А я его уже наполовину-то отпилил. Вот, чтобы было понятно, вот такие зубья. Просто без вот этих загнутых для влажной древесины. Но она и сухая, она совсем сухая. Она только смоленистая. Ага, там кора. Кора филе вредит. Фух, да. Подустал. Надо передохнуть. Сейчас передохну чуток. Потом допилю. Но я уже ее допилю. Ну вот, о чем я и говорил. Отпилилось. Видно, что дерево примерно в половину толщины от полотна. Ну сколько, минут 10, наверное, 15, ну не знаю, не замечал. 15 минут будем считать. Вот такой вот ствол. Очень мощный ствол. И без особых усилий. Режет как по маслу. Вот такая вот пила. Такие зубчики. Это по сухой древесине, но видно, как пыль летела. Это она высохла и упало дерево. А уже темнеет. Темнеет. Видно, что темнеет.
Так что это успех. Осталось затащить ее до того места, где костер. А так, по идее, могу еще одну отпилить. Пенек. Это такие пеньки нужно делать, чтобы сидеть. Вот, смотрите, простая пила. Это не силки, которые дорого стоят. Стоимость этого полотна 1200 или 1300 рублей. Это доступно многим. Даже простым людям, вот как я. И вот такой эффект. По типу бензопилы. Так что я впечатлен, доволен. Сейчас еще и силки позанимаемся. Есть там 2 дерева, которые надо свалить сухие. Вот. Ну или вот тут вот береза лежит. Вот она. Тоже можно силки на ней погонять. Развлечений много в этом походе будет. И пила, и костер, и чай. Ой. Вот. Вечер, ночь, темно. Звезды вышли. Яркие звезды. Смотрю, не прилетит ли там чего. Какой объект. Хорошо день прошел. Впервые в этом году я выехал на природу. Прекрасное место, на Бужу. Нелегко было, нелегко. Вот тяжелый. Но все-таки я вырвался. Что могу сказать? Доехал на электричке с пересадкой. Посмотрел в окно. Просторы. Везде жизнь. Приехал сюда. Последний снег видел кое-где. Хорошая погода. Даже подзарядил немножко павербанк. Но самое главное это, конечно, пилы. Пилы, мачете. Проверил. Работает все прекрасно. Ведь дело в чем? Я собираюсь через не очень продолжительное время, в начале мая, отправиться в Великий водный поход на Селигер, как обычно. Но в этот раз, наверное, я все же буду перемещаться. Хочется все-таки посмотреть какие-то места, там некоторые другие. Постоять, может, на островах маленьких. Может, доплыть до северной оконечности Хатчина, там тоже острова. Времени у меня будет больше, почти 17 дней. Вот. Поэтому я и тестирую оборудование, все это, снаряжение. Мачете. Ну, тут слов нет. Удобнейшая вещь. Рубил ветки сухие, еловые, сосновые ветки. Ну, толщиной, как 3 пальца, вот такие вот максимум рубил. Больше, как бы, смысла особо нет. Без затруднений. И в отличие от топора, которым надо бить вот под основание ветки, где-то посередине бить топором — это гиблое дело. Мачете срубает прям вот висящие всякие. Конечно, толстые я не рубил мачете, но вот ветки удобно. Легкий предмет, 300 грамм, ну с ножными 400 там. Вот. У меня наборчик тут, нож и мачете.
Все удобно, не мешает садиться, садись как угодно. Вот на подвесе. Фастекс, тут все вместе. Можно снять при желании. То есть я могу раз, вот так вот, и отделить. Я посмотрел на ножнах от инструментов Силки такие системы. Да много где есть. Грамотно. Вот так надо делать. На Фастексе. Ну и твердые ножны. Острое лезвие там защищено. Пилы. Ну, конечно, лучковая пила. У меня же два полотна. Одно для сырого дерева с такими зубьями специальными, которые стружку оттуда выбрасывают. А вторая для сухого дерева. У нее просто идут треугольные зубья. Вот это вот здоровое бревно чуть ли не по колено мне. Ну, вот такое вот такой толщины бревно. Ну, минут 15 как бы заняло, особо не напрягаясь, с передышками там. Ну, по сути, конечно, бензопилой может быстрее, но какой вес этой пилы? А это невесомая штучка. Убедился в том, что 76 сантиметров не предел. 90 было прекрасно. Ну, просто вести такую пилу. Где-то я видел, умельцы даже берут такие есть пилы для ленточных станков. Они длинные, там по много метров такой этот рулон, замкнутый в кольцо. Вот из него нарезают тоже, делают дырки. Просто каленый материал, дырки там сделать непросто. Надо твердосплавное или алмазное там сверление. Но при желании можно. И делают хоть метр, хоть полтора, любые. Но это больше, конечно, как двуручные пилы. Тонкая, с зубьями такими. И, пожалуйста. Но я вот считаю, что вот это вот бревно, ну, 35, может, сантиметров оно. 30-35, вот, ну, до 40, короче, оно где-то так. Не взял я, жаль, никаких линеек. Ну, в общем, понятно, это толстое бревно, огромное бревно. Перепилилось лучковой пилой на ура. Единственное, что расстояние между вот этой вот перекладиной в раме лучковой пилы и самой пилой полотном не очень большое. Поэтому приходилось ее вот так переставлять. Ну и в конечном итоге перепилил, там остался такой вот несколько сантиметров кусок, она наклонилась, расширилась, сама вот эта вот полость, которая образовалась от пиления, сама щель. Ну и туда спокойно вошла рама пилы, я пару движений сделал, там все отвалилось. Главное, как дотащить. Тут же еще ручей. Через ручей его переправлял. Колоду это, ой, тяжело. Ну, с остановками, с передышками. По чуть-чуть, веревкой волочил. Вот еще наука. Веревка. Будете делать костер, в любом случае берите с собой веревку. Потому что какие бы ни были пилы, топоры, там, я не знаю что, бензопилы, тащить-то надо к костру. Оно ж не возле костра находится, бревно, оно вот там, или еще где-то находится. Как? На себе? Ну, позвоночник. Ну и вообще просто грязное бревно на себя взвалить. Да и как бы я вот это потащил на себе? Оно как весит с меня, наверное, а то и больше. И толстое. Понятно, там вот такое можно на плече, но это без варианта. А веревкой можно волочить. Поставил собирать березовый сок. Надоумили меня местные рыбаки, приходили тут. Говорит, а ты чё ж березовый сок-то не собираешь? Мы-то,
Ну, я говорю, а как собирать-то сок этот? Я в детстве когда-то собирал, еще в черте Москвы собирал. В то время можно было так делать. Сейчас бы я не решился. Ну, говорят, как, кусок коры там надо отогнуть, то все, подставить сосуд. Ну, я взял кастрюлю, поставил там. Конечно, кору там особо не отогнешь, там береза такая, у нее кора как пробка. Ну, как-то там настроил, пару раз мачете ударил по стволу. Оттуда чуть не струей сок пошел. Ну, варварский, конечно, способ. Надо было сверло брать, но я вот забыл его. Вот лежал, все хотел, думаю, возьму сверло, возьму шланг, буду по-человечески собирать сок, как положено. Но забыл. Бывает. Ничего страшного. Там с мусором он собирается, со всякими вот этими лишайниками. Но у меня кусочек бинта есть. Я потом, может, кружку отфильтрую там. Посмотрим, сколько наберется. Сок березы. Да, кстати, пил я березовый сок последний раз более 15 лет назад. Это вот когда мы на Шлине были, тоже весной, заблудились там, ночевали без палатки, без всего, без вещей. Снег тоже лежал. Возле костра ночевали. Вот, и на утро, а есть тоже у нас не было ничего. Пить тоже не было, болото кругом, там не попьешь. На утро я подошел к березе. Хорошо нож был. Один из первых ножей, который я сделал. Проковырял дырочку и подставил маленький пакетик полиэтиленовый. И набралось там полстакана, ну, может, чуть больше сока. Мы на двоих выпили. Сразу прилив сил такой. Мы пошли там, и через 7 или 8 километров встретили своих товарищей, которые уплыли на байдарках. Это была история, конечно, потрясающая. Вот тогда я и пил. Сколько это получается? — 2006 год. — 17, что ли, лет? 17 лет. Время летит просто с дикой силой. 17 лет прошло. Ну вот так вот жизнь-то проходит. Я думаю, вот настоящая жизнь это вот здесь, около костра, в лесу, где звездное небо. И так мало этого, так мало. И в основном, конечно, совсем другое. Прошло 17 лет с тех пор, как я пил последний раз березовый сок. Даже вот подумаешь об этом, и как-то жутко становится. Такие сроки. Вон из деревни доносится лай собак. Тут недалеко деревня, избище. В принципе, что мне остается сегодня? Чай заварить, может быть. Что у меня вот, я дома как заварил в термосе чай, так вот и пью. По чуть-чуть пью, как положено зеленый чай пить. Попью чайка, ну и сразу как бы становится лучше. Заварю сейчас на газу, потому что костер, ну тут такой костер, что вот
Тут я еле-еле нахожусь. Два бревна. Ну и там мелочь всякая, чуть-чуть лежит. В основном горят эти бревна. Большое и поменьше. И вот так он будет гореть еще много часов. Скорее всего, даже я пойду спать, придется его тушить. Ну, просто раздвинуть эти бревна. Угли в сторону земли повернуть. Можно наоборот, наружу повернуть. Главное раздвинуть их, убрать из жара. И они затухнут. Водой можно, вон река. Бутылка тут валяется. Я эту бутылку сжигать не стал. Потому что я думаю, она может мне пригодиться. Что когда потребуется пойти в туалет, я эту бутылочку с собой возьму. Чтобы никакой бумаги, ничего не бросать тут. Конечно, я могу бумагу принести и бросить в костер, но опять же, зачем? Зачем? Когда есть вода. Вот радио работает. Взял в этот раз радио. Печку не взял, а радио взял. Ну, в принципе, сейчас печка бы мне не особо нужна была. Как-то сейчас готовить даже ничего не хочется. Есть, ну, у меня сушки там есть, плавленый сыр. Есть у меня эти печенье какие-то там. Ну и завтра я суп сделаю. Взял картошку. Блин, тут жара такая. Картошку взял. Лук взял. Масло немножко совсем налил в такой цилиндр. Ну, перец взял. Соль. Надеюсь, взял соль. Вот сварю супчик завтра. Как раз с утра. На газу сварю. Этот баллон я уже заправлял несколько раз. У меня стоит 5-литровый баллон. Переходник есть. Заправлю. Там вес написан. Все это уже отработано давным-давно. Думал кирогаз взять, но потом подумал, в принципе, сейчас не так холодно. Ну, хотя, как сказать, ночью -1 будет. Это ерунда. Ну, газ еще работает вполне. Тем более тут около костра. Днем я буду варить, ночью я ничего не буду варить. Ну, а сейчас вот, может, чай заварю, сушек поем, там печенье, смотрю. Вот морковь надо было брать. Ее можно и сырую есть. Она такая освежающая. Капуста, морковь. Ну, огурцы я не говорю. Сейчас огурцы не всем доступны. Да даже картошку. По таким ценам видел, картошка продается. Типа молодая, там какая-то особая. Не, может, оно так и надо, но кто его знает. Чуть про еду заговорил, есть захотелось. А время сейчас, наверное, уже 11 час. Вот я с утра поел. Потом, наверное, часов 6 поел.
Ну и вот все. То есть я могу сейчас и спать уйти, и не есть. Как бы ничего страшного не будет. Но, скорее всего, попью чай. В общем, что я могу заключить? Мачете хорошо, полезно, удобно. Лучковая пила, чем больше, тем лучше. Какую можете унести, такую покупайте. 80, там, 90, какую угодно. Ой, какие горячие тут палки эти. Ну, что делать? Вот так. 7,6 минимум. Конечно, можно и меньше. Ну, будет вот это елозить, зачем? 7,6, она как раз по длине рюкзака, все нормально. 80, 90, ну, если есть возможность, берите. Раму, какую угодно, из чего угодно, там нехитрое дело. Можно вот тут в лесу сделать. Кстати, я покажу пилу. Это тоже какая-то таджима или... Она как крафту продается, вот. Это пила 22 зуба на дюйм. Тоже японская, такого же типа как силки. Это вот чтобы делать что угодно из дерева на природе. Очень легчайшая. И вот такая вот разборная. То есть это лезвие можно там убрать куда-нибудь. Эта пила называется Dovetail Saw. То есть пила для создания ласточкиного хвоста, соединения ласточкин хвост. Когда там аккуратненько вырезают такие вот треугольнички. Вот. Потом ей отрезают выступающие вот всякие чопчики там отрезают. Она гнется хорошо. Вот очень рекомендую. Тоже она недорогая, именно крафту. Потому что вот эта таджима, или как она там, японская, она очень дорогая. Не стоит. А вот крафтул, ей можно и ветку отрезать нормально. Но самое главное, что ей можно тонкие работы совершать. Такой пилой. Весит она, ну, грамм 50-60, там, не знаю, очень легкая вещь. Вот с помощью такой пилы, с помощью нее, как раз я и думаю делать раму для этой вот лучковой пилы на селигере. Там я сделаю из нормальных круглых таких стволов, из каких-нибудь там, посмотрю, какие лучше подойдут. И чтобы зазор между пилой и полотном и рамой самой был побольше. И тогда можно такие прям шарашить силки, Big Boy. Вот я и сделал тоже красную, чтобы красная была, вся красная. Вот он, Big Boy. Спилил дерево этим Big Boy'ом. Сухое тут стояло дерево. Сначала его на высоте там определенную спилил, потом прям возле земли. И вот это вот горит та часть, которая от земли до средней высоты. Там же нарубил веток с помощью мачете. То есть сочетание Big Boy, пила 76 сантиметров лучковая, мачете. Это супер вообще мощное лесорубное оснащение. То есть это горе просто никогда никого не знать с дровами. Где-то любые толстые, не толстые, все режется без каких-то чудовищных усилий и без сильного шума, как от топора. Тихо все. Мачете, да, конечно, удары эти звонкие такие, типа характерный звук трамантина. Ну да, вон рыбаки услышали, пришли.
Говорит, а чё ж у тебя топора нет? Говорю, у меня вот вместо этого, мол, мачете. Но они тоже знают. Камыши вырубают, там все это. Мачете уже у нас как бы не новость, не курьез. Есть у людей мачете. Но, конечно, если человек идет в поход не один, если несколько человек, рекомендую попробовать двуручную пилу. Конечно, хорошо бы какую-нибудь импортную, вот с этими вот зубцами, но сойдет и наша. Она недорогая, можете купить просто ради прикола, попробовать. Вот каково это, вот такие бревна, не особо утруждаясь распиливать. И это же фитнес, фитнес. Люди в зал ходят, платят деньги там. А то сели вон возле бревна с пилой. Весело, задорно. Раз, распилили. Потом костер. Вот он фитнес. А не то, что там какие-то в зале набились люди потные, там что-то делают. Вот на природе фитнес. С пилой. Ну, кто хочет, можно и с топором. Там топор 2 килограмма, только одна голова топора. Ручка такая, там, сантиметров 80. Тут навык такой можно развить. Так, сяк, бах, бах, и бревно разлетелось. Огромный ствол разделен на куски. Конечно, это с легкоходством не очень совмещается, когда топор 2 килограмма. Ну, разные есть, разные вариации. Кому-то вообще костер не нужен. Вот я представляю себе, был бы я такой человек, которому не нужен костер. Вот сейчас темно, я бы тут сидел бы в темноте, на газу там что-то варил, там, чтобы кипятком заварить там что-то. Удовольствие ниже среднего. Когда -1 доходит температура. Ну что, укутаться, дрожать. У костра я как у камина сижу. Тепло, хорошо. Радио играет. Лесорубный инструмент нужен. Была у меня пила с желтой рукояткой. Много лет. Тупая уже, вот я и пилил. Ну как-то она пилила. Ну и на этот вопрос я не обращал внимания. Думал, ну притащу я бревно, ну что там. А вот потом как вот что-то вот щелкнуло в голове. Типа, ну что ж так, вот надо пилу, надо. Я подумал, а ведь правда? Чего я страдаю с этим, всей этой вознёй, с этой пилой? Купил такую, купил сякую, попробовал. Наслаждение. То есть это инструмент господства над дровами. Просто это сила в руках, могущество в руках. Спокойно, видишь, лежит бревно. Оно там соразмерное. Вжик, перепилил. И все. 5 часов, 6 часов будет гореть костер. 15 минут поработал, 6 часов горит. Ничего не надо искать, собирать. Ну, вот это мое мнение. Кому-то, может, костер и не нужен. Есть и такие. Мачете. Ну, без сомнения, удобная штука. Ветки рубить. Вот еще я не пробовал тут батонить им ничего, но это надо колотушку сделать. Да и нужды такой как бы нет особо тут батонить. В основном ветки. Вот посмотрим, придет из Златоуста мачете заказное. Потолще я там заказал. В обухе 4 миллиметра. И спуск от обуха. Как бы двойной спуск. Чтоб порубило оно так
определенной формы там все. По типу финского ножа Бриса Биг Мук или Мюк. Такой вот с утяжелением на верхней части клинка. Ну, конечно, потяжелее будет, но может она будет там, допустим, не с 2, не с 3 ударов, а с 1 такую же ветку перерубать. И это плюс, потому что мачете все равно это такой инструмент, оно в руке, ну, двигается, надо перчатки надевать, а в перчатках оно как контролируется не идеальным образом. А иначе мозоль будет. Чем меньше им стучать, тем лучше. Если оно сильную рубящую способность имеет. Но опять же тут надо баланс как бы. Вот это вот мачете тонкое 2 миллиметра. Всякие висячие ветки, траву, все отсекает. Если толстый топорик, тесак, он не будет так действовать. То есть тут должен быть какой-то баланс. Это только экспериментальным путем найдется. Но такой тип инструмента, рубящий клинок 30 сантиметров плюс-минус, ну не менее 30 сантиметров длиной, должен быть у туристов, которые костер любят. Ну и вообще в дебри, в зарослях там ходить. Хоть и не джунгли, но все равно там переплетение этих кустов. Тут пошел раз, просто там свисающие ветки срубил, и они там распрямились и иди. То есть мачете как бы это must have. Должно иметь мачете. Неплохо его иметь. Эта вещь всем доступная, она дешевая. Просто надо посидеть с напильничком, поточить, чтобы спуски там все выровнять. Заточить на камне чуть-чуть. У кого есть хорошие камни, можно и не чуть-чуть. Но в принципе это рубящий инструмент. Там какой-то сверхостроты не надо. Ну вот начинает брить она волоски. Прекрасно. Будет рубить только в путь. Там не надо, чтобы волос об нее вот так разрезать или еще там как. Это уже избыточно. По желанию. Хотите, точите. Все равно оно из не очень твердой стали. Оно будет садиться, эта кромка. Ну вот я рубил сегодня. Сухие ветки, много. Рубил. Пробую. Ну, на ногте острая, во всяком случае. Да и волоски бреет. То есть кромку держит. Трамантина. Топор. Ну вот мне бы сейчас, допустим, тут топор ни к чему был бы. Правильно я все взял. Вот такой вот итог дня. Проверил какие-то вещи. Обмозговал. И считаю, что все верно. Не зря это все было. Теперь я понимаю, как бы, какой набор нужен. Что я его правильно подобрал, что это именно то, что надо. И как им пользоваться. Когда пилой силки пилить, когда лучково пилить, когда рубить. Это все как бы устаканилось, уложилось на уровне вот памяти тела, как бы. Не теории какой-то, а именно практики. Что все эти обсуждения, как, что, чего, топор, пила, без практики они мертвы. Мертвы они. Вот пример. Некоторые считают, что пила лучковая длиной 90 сантиметров уже слишком велика. Ничего подобного. Вот 76, но 14 сантиметров разница с 90. Да там намного больше заход. Я думаю, метр бы пошел. А чем больше пила, тем она больше за один ход выгрызает дерево. Тем меньше ходов пилы потребуется движения этих, тем меньше человек устанет. А весят эти лучковые пилы вообще там по 80 грамм.
То есть это тоже из разряда must have. Лучковая пила. Всем тоже доступно. Ну, силки как бы это хорошо иметь, но не обязательно. Хотя, если бы шла речь о том, что иметь только один инструмент, то я бы выбрал, скорее всего, силки, потому что это очень универсальная пила. И можно и так пилить, и сяк, наперекосяк. И это хорошая штука. Но в сочетании с лучковой пилой это просто оверкилл. То есть это более чем достаточно. О, жар идет от костра. Вот такие вот соображения. Мачете, лучковая пила, силки пила. Плюс, ну, нож, естественно, еще что-то. Это все уже так. Про нож это можно отдельно говорить много. Сейчас речь не про нож. Завтра, может, мы про нож подумаем что-нибудь. Поразмышляем. А сегодня речь о пиле. О мачете речь. Хотя мачете это тоже большой нож. Как говорят ковбои. Большим ножом можно делать то же самое, что и малым. А вот малым делать, что большим, нельзя. Они, в общем-то, правы. Есть, конечно, какие-то нюансы, когда там что-то вырезать, как-то вот очень так точно что-то делать. Для этого нужен маленький нож, да. Да даже уже рыбу чистить, ее лучше маленьким. Но вот, с другой стороны, голову отрубать, хвост отрубать, конечно, мачете лучше. В общем, этот инструментарий, он как-то вот сформирован и проверен. На этом я считаю, что успех определенный имеет место. Польза от этого похода. Ну и самое-то главное, что я звездное небо посмотрел. Что я дым костра, огонь костра почувствовал. Впервые за многие месяцы. Такие тяжелые месяцы. Ну ладно, сейчас праздник большой, Пасха. Буквально несколько там часов. Час, может, остался. Я считаю, что я встречаю его в лучшем храме. Самом лучшем. Ломоносов, по-моему, сказал, что вот есть 4 Евангелия, а 5 от природы. И он прав. Это вот самое верное. Звездное небо над головой. Ну, многие люди доходили до этого понимания. В общем, завтра уже начнется новый день. Утро. На самом деле сейчас 11 часов. Проснулся я первый раз в 6. Сходил, справил нужду. Малую нужду. И пошел спать снова. А костер все тлел. Вот этот вот пенек, который отпилил лучковой пилой. Вот такой вот толстый. Долго тлеет. Сейчас можно его перевернуть, подложить вот тот уголь, другой. И будет снова костер. Ну, посмотрим. Может, так и сделаю. Вот палатка. Сейчас посмотрим, как там.
Это вот лежат пуховые такие чуни. Надевал ночью. Здесь вот инвентарь, все сюда подсобрал. И пила тут, термос, газ. Сейчас буду чай делать. На солнце тепло, а не на солнце не очень. Вот как внутри. Шишки, коленками на шишки не очень попадать приятно. Вот. Вот спальник. Китайский пуховый спальник. Вот этот конденсатник из Тайвека. Вот коврик. Это пуховый такой капюшон. Очень удобно вместо штатного капюшона спальника такой использовать, потому что головой можно вращать. Вот там вкладыш, но я не стал использовать вкладыш, поскольку спал в термобелье. Подушечка эта оказалась не очень практичная. Надо какую-то получше придумать. Это вот, наверное, чтобы в самолете спать. Вот. Спал хорошо, тепло было. Ночью было -2. У меня есть термометр. Термометр. Вот он. Что он сейчас показывает? А сейчас он показывает 10,5. 10,5. А ночью -2 показывал. Вот так вот. Вот там дымится этот уголь. Ну и день шикарный. Яркое солнце. Я уже поставил заряжать солнечную батарею, павербанк. Как-то он стал прям тьфу-тьфу-тьфу хорошо работать. Зарядил телефон от 14 до 100%, а он примерно на 40% снизился. Это, я считаю, неплохо. Ветра нет, солнечно. В общем, повезло с погодкой. Какие-то паучки. Это радио там лежит. Вот кепка, носки флисовые, но пока их не надевал. Вот такие вот дела утром. О, тут уже палатка начинает этот. Вот, кстати, посмотрите. Вот это само по себе деградирует. Сетка. Поэтому палатка должна быть из ткани, а не из какой не из сетки. Сетка — это ерунда. Вот и утро. Ну как утро? 12 часов сейчас. Бабочки желтые, коричневые, всякие. И вот река. Она прям на солнце настолько красиво блестит. Течение, водоворотики небольшие. А вот мой лагерь.
Вчера все убрал под палатку, чтобы ничего не терялось. Сейчас приношу обратно. Вот, как я и говорил, пень разгорелся. Ну, сейчас сильный костер мне не нужен вообще, в принципе. Так, тлеет и тлеет что-то. Радио работает. Буду делать чай, сейчас газ есть. Спиннинг еще не забрасывал. Иду посмотрю, что там с соком березовым. Вчера набрал немного березового сока. Вспомнил, что пил его последний раз 17 лет назад. Опечалился. А вот это вот мачете. Вот и ответ. Нужно ли мачете в походе? Спилил я вот это дерево. Сухое дерево было. Ну, видно, кора там отстает. Все сухое оно. Я живые деревья не пилю. Вот, спилил и вчера его разделывал. И лучковой пилой, но в основном силки пилой отпиливал. Оно стояло на этих сучках, как на козлах. Я постепенно кусочки отрезал дерева. Ну и вот 3 таких отрезка где-то по метру сжег. То есть, в принципе, это дерево хватит на 2-2,5 дня. Вот такое дерево. Но если еще и большие будут пеньки, типа вот того. И вот тут лес. Конечно, сейчас ходить по этому лесу тоже еще та ситуация. Клещи могут быть. Тут я цеплял клещей. Ну ладно. Ничего страшного. И вот как выглядит этот лес. Везде все подтоплено. Очень много сухих деревьев. Причем здоровых таких. Вот это вот дерево наклонное, ну вроде как нависает над палаткой, но я посмотрел, оно там таким образом расположено, что на палатку упасть не может. Ну и вот по поводу дров и пилы. Это ручеек, тут канал какой-то. Вот, например. Такая вот елочка лежит. Там березки лежат. Что тут только не лежит. Удивительные каналы заполнились водой. Только весной так бывает. Мостик. Дятел, что ли, долбил? Не знаю, откуда здесь столько этих щепок. Наверное, дятел. Кто его знает. Вот это вот явно когда-то пиленное дерево кем-то. Может, тоже лучковой пилой, кто его знает. Хотя нет, вряд ли. Не знаю. Очень уже оно старое и гнилое. Ну и вот там вот так вот. Ух. Какие тут места заболоченные достаточно. Такой лес труднопроходимый. Это вот пройти
Ну, в болотных сапогах, может, как-то можно там. Но все равно сложно. Вон моя палатка видна. Ну, вот, скажем, я уж не говорю про такое, это для силки вообще на раз, или для лучковой. Вот. Такое вот дерево, например. Или вот это. Можно здесь, не знаю, зимовать. Скрываться от разных неприятностей. Ну или же вот. Это дерево в диаметре, ну, пожалуй, метр или более. Да еще и двойное. Столько веток. В общем, с дровами тут при наличии хорошей пилы не будет больших затруднений. Деревья гигантские. Вот тоже огромные. Ну или вот. Вон дятел как его раздолбил. Это дерево. Ну, птичка. Синичка. Красота, вода коричневая. Ну, вот такой вот в метр толщиной висит. Вот там я отпиливал вчера. Вот оно тут вот отпиливал я. Вон виден срез. Тащил вот это все через ручей. Перетаскивал через ручей. Вон видно, докуда вода доходила. То есть вот здесь все было затоплено, где вот половодье было. Красота. Лепота. Временами ручка ножа. А, нет, это карабин металлический, которым нож крепится, стукает об мачете. Надо меры принять, чтобы совсем не было звука. Не стукай. Елочки маленькие, зелененькие. Ну, а это вот хворост. Тоже, вон, видно, мачете порубил быстренько. Вот. Радио мое любимое играет. Фарда. Иранская. Музыка там. Хорошая. На Селигере слушал. Да и вообще. Еще вот румынское радио я люблю. Там тоже порой бывают передачи неплохие, музыкальные. Вот про что я говорил. Вот это вот дерево меня напрягало. Но нет, оно упасть на палатку не может. Тут другие деревья препятствуют. Но если упадет, то в ту сторону. Пытался вчера сок добывать березовый. Ну, полстакана добыл.
Главный сам факт. Думал, может быть, сморчки где попадутся, но нет, ничего подобного не видал. Вот кто-то вот тут деревья портил, рубил. Вот. А железяку я вчера уже среди ночи, наверное, часа в 2, все-таки засунул наверх. Во куда. Метра на 3 поднял ее с помощью палки. Надеюсь, оттуда не снимут. Да и не заметит ее, кто не знает. Это тотем местный. Нужно и в ту сторону прогуляться. Тут тоже еловые и сосновые деревья растут. Шишек много. То есть с печью тут тоже не очень даже есть чем топить. О, стена еловая. А тут было бревно. Видимо, кто-то его утилизировал. Рыбаки тут есть. Я с ними, в принципе, знаком, так как много лет. Да, вот тут видно, бензопилой работали. Специфическая такая стружка. Ну, много осталось вот хвороста. Да, вот тоже что-то срублено. Интересно. Вот лужи, заливы такие. Вот рыбаки здесь вот базируются. Да, спилили здоровое дерево. Вот тут как необычно дуб, что ли, они спилили. А может, нет, это сосна все же. А вот что-то рубили. Вон дуб. Ну, вот такие вот тут затоны. Там вообще заросли. Ты особо не пройдешь. Они на лодке приплывают, говорят, как же ты там, типа, через лес, там же не пройти. Я говорю, ну, если очень захотеть, то можно пройти. Как бы, если мотивация сильна и знаешь, куда идти. Хотя я тоже немножко заплутал. Что дороги после зимы... Ну, вот, например. Ну, вот нафига так делать? Ведь, ну, варварство. Хорошая сосенка. Взяли и скромсали топором. Эх, люди. Сколько раз я думал, у нас люди живут бедно. Ничего-то у них нет. Но вот у них же есть вот такая природа драгоценная. И относится как, не знаю, не понимают этого, наверное, просто. Как, у меня бы вот рука не поднялась такое сделать. Просто вот не ради там выживания, не ради спасения кого-то, а просто вот так вот, можно сказать, из хулиганских побуждений. Что никакой пользы в этой сосне нету, сырой. Для чего она? Просто топор использовать.
Не знаю. Для меня это все дико. Жалко мне эти деревья. Ну, может быть, я слишком как-то сентиментален, слишком к этому отношусь серьезно, а людям наплевать. Не знаю. Вот сейчас буду готовить чай. Все подготовил. Вода у меня вот набрал. Сколько воды я использовал. Вчера один раз чай заварил. Вот из этой бутылочки. Вот ветка, на которую, когда я был зимой в прошлом году, прикреплял я туда украшения. Ну и вот горит пень. 15 минут работы лучковой пилой и много часов горения костра. Жаркого, мощного горения. Вчера аж я не знал, где тут сесть, такая жара была. В общем, надо чай делать. Ну и вот заряжается тут. Это счастье. Когда такая погода, тишина, ветра нет. Ничего больше не нужно. Смотреть на это все, вдыхать ароматы эти, да и дым даже ощущать. Видеть бабочек, слышать вот пение птиц. Я не знаю, что может быть выше. И вот бабочка. Вот она. Желтая бабочка. И к ней еще одна. Вот эта красота. Не такая уж длинная наша жизнь, чтобы тратить ее на какие-то пустяки. Тем более на зло. А вот еще и коричневая бабочка. Не, все, лето приближается. Приближается лето. Вот маленькая пила. Крафтул, но это какая-то японская, то ли тагика, то ли таджима. Очень много зубьев на дюйм, 22 зуба. Эта пила может применяться для каких-то тонких работ. Вот, покажу. Ее
Вот. Очень тонкий, почти как полированный срез. Ну и, допустим, скажем, надо сделать нам какой-то вот пропил. Силки так я бы не рискнул делать, а то на руку она соскочит. А пропил для чего нужен, может быть? Чтобы делать лучковую пилу, например. Вот. Тонкий узкий пропил. Естественно, эта пила работает только на себя, как все японские пилы. Оп. Вот, например, какой-то такой вот фигурный вырез можно сделать, не особо утруждаясь. При этом она гнущаяся. Ну, скажем, вот можно и вот так вот ей пилить, и вот так. В общем, это для тонких каких-то работ. Но мне она в основном нужна, я думаю, с ее помощью делать раму для лучковой пилы на Селигере, там большую такую раму, чтобы такого масштаба эти бревна можно было пилить с удобством. Потому что мне вчера пришлось как? Сверху сначала пилить, потом сбоку пилить. И все равно до конца это бревно не охватило. Я уже там его как бы чуть-чуть подотломил, расширилась щель, и там я уже пропилил пилой. Вот в эту чехол в это помещается мачете, пила и вот силки еще. Ну, что силки сказать. Это, конечно, сила. Вот если говорить об одном инструменте, когда у вас выбор взять только один инструмент, вот это. Именно вот Big Boy такого вот сорта 7. Есть разные, там с синей ручкой, с черной ручкой, более мелкие зубья, это не нужно. Вот для наших условий вот это. Есть еще с желтой ручкой и со искривленным лезвием. Можно, но мне кажется, что все-таки прямое лезвие, оно поинтереснее. Ну и вот так можно делать. Это если в каком-то положении пилить. Аккуратно надо с ней обращаться. Она вот так вот не фиксируется. Ну вот хорошо сделать яркого цвета темляк такой. В общем, это просто совершенно новый этап. Новый этап в лесорубном мастерстве.
А это для тонких работ. Разборная тоже пила. Вот, и сюда же еще влезает мачете. Вот они ножны. Тут на фастексе. Это я сделал из разделочной доски. Вот рубил я и рубил. Видно вот следы от этих, в общем, веток. Ей хоть бы что. У7 сталь, похоже, вот этот. 1070. У7, значит, по-нашему. Хорошая сталь углеродистая, твердая. Но ржавеет, поэтому надо ее оксидировать. Я лак весь снял с нее, они поставляются лаком покрытые. Потому что это, ну как, безобразно будет выглядеть. Лак снял и вот оксидировал немножко. Не ржавеет, от ударов оксидированный слой не сдирается. Вот. Это заклепки для кожи двухсторонние. Ну, это люверс обычный. Здесь вот от доски, где вот у нее рукой брать, вот такой остался след. Но я подумал, пусть будет, вода будет вытекать оттуда. Если наберется туда вода, она вот тут вот стечет. Вот. Вот такая вот штучка. На редкость удобная вещь. Вот. Раз ее вот так. Оп, все. И тут у меня и нож, и мачете. Все под разные задачи. Все быстро достается. Что это, что то. С левой стороны я всегда это все ношу. Чтобы правой рукой вот так вот сразу достать. А не тут там что-то ковыряться справа. Точно та же самый нож. Вот. Он в войлочных ножнах. Это мой такой заслуженный нож. Вот. Чай варю. Половил немножко рыбу. Что-то ничего не поймалось. На воблер ловил, на блесну ловил. Ничего. В общем, этот поход больше посвящен лесорубному делу. Но в этом плане удачный. Вот, чай закипел. Пускай немного покипит. Пожалуй, я старый чай выброшу. Старый-то я выброшу, значит. Даже не знаю, буду ли я сегодня что-то готовить. Что-то прям не хочется мне ничего готовить. Может, просто сушек еще поем. У меня еще хлеб есть. А суп не буду варить. Ой, дым идет. Сначала чуть-чуть надо сполоснуть. Так, немного. Ой, дымина идет. А вот здесь чай из Ташкента. Зеленый чай. Чувствую себя копченой колбасой. Прям запах такой копчения. Хотя вроде сосна лежит. Ладно. Это запах благородный. Кто ехал в электричке, там кошмар. В туалет пошел. Просто жесть. Вот тебе народ богоносец. Кстати, Пасха сегодня. Христос воскрес.
Вот. Этот чайник как раз вот идеально сочетается с этим сосудом. У него есть радиатор, поэтому на газу он быстро закипает. А еще сюда я налью немного. Ничего нет. Вот. Ночью минусовая температура была. Минусовая была. -2 где-то. Пускай сюда сейчас налью, чтобы термос согревался. Минусовая температура была. Ну, я попил чай из термоса, нормально. Если бы я его оставил в этой, он бы на воздухе остыл за очень-очень короткое время. Поэтому термос тоже это из разряда надо иметь, must have. Радио можно не иметь, хотя хорошо иметь его. А вот термос иметь надо. Газ я предпочитаю после того, как применил, отключать, потому что все равно все эти переходники, все это, они могут пропускать там где-то что-то, а так он стоит, вот вес написан, заправлял его уже не знаю сколько раз, там с бытового баллона заправлено. Вот. Следопыт. Вот, а чай? Ой, а кружку-то я что ли не принес? В общем, короче, надо за кружкой будет идти. Переливать надо чай, как узбеки делают. Ну и вообще все умные люди так делают. Буду собирать лагерь свой. Палатку, спальник скручивать. От ПВД. Только вроде придешь, только вот развернешься. Думаешь, насладиться тут костерком, рыбной ловлей. А время... Хотя часов я не ношу, в принципе. Ну, не вижу этого смысла. Как украшение, но это надо дорогие, там за миллионы там рублей. Это, ну и как-то это пошло, как у бандитов каких-то. Котлы. Да ну нет, не хочу, это мерзко как-то. Там часы карманные, да, можно. У меня есть такие электронные часы пластиковые, карманные. Но вообще у меня такое поверье, что когда я носил часы, у меня происходили какие-то ужасные неприятности в жизни. Поэтому я стараюсь часы избегать. Не ношу их. То ногу сломал, то без пальца остался. Все были часы в то время. Думаю, ну его... Зачем мне такие удовольствия? И вот обхожусь и без часов. Ну как, телефон есть у меня. Часы вот тут вот показывают 13:21. Ой, через 40 минут начну собираться в 2 часа. Электричка в 6.
Ну, там еще в 9 есть. Но это очень поздняя. Она идет почти 3 часа до Москвы. Там еще пересадка. То есть прямого пути нет сюда. Только с пересадкой. Судьба такая у меня, с пересадкой ездить. И на Селигер с пересадкой. И сюда. Что поделаешь. Да, надо за кружкой идти и чай пить. Вот поел сушки сегодня с утреца. Сушки простые. Так как я простой человек, мне только такие положено. Простые сушки. Но я их поел с сыром. С плавленым. Вчера его ел, плавленый сыр. Сегодня это вот сытная, хорошая вещь. Конечно, не дешевый продукт. Но что поделаешь. Тоже по распродаже купил. Так бы, конечно, не купил бы. Еще у меня печенье есть. Черный хлеб. Ну, там для супа набор есть. Но, скорее всего, суп я уже не буду варить. Потому что времени уже не так много. Да и не хочется как-то. Да. Ой, пойду за кружкой.
Вот так вот, вуаля. Топором бы было бы дольше и муторней. Вот мачетка маленькая. И практически она не затупилась. О как. Буду собираться. Опа. Вот чем еще хороша палатка конусовидная, пирамидальная. Тем, что можно взять вот так вот, откинуть. И тут образуется пространство. Вот, наверное, в таком варианте я и возьму с маленькой внутрянкой на селигер. Вот. Многие говорят, мол, зачем нужно этот эво-коврик, если есть вот такой коврик. Но тут фишка в том, что сдувать такой коврик просто на земле очень неразумно. Можно проколоть его. Лучше его сдувать на эво-коврике. Сделано в Ирландии. Где мы, где Ирландия? Теперь уж хит никакой Ирландии. Вот такой вот получается тоненький коврик. Очень тоненький. Теперь его надо это тоже, я вам скажу, ребята, не жалейте денег, покупайте. Да, дорогое, но очень-очень качественное снаряжение. Потому что здоровье-то дороже. Почка, если почки простудить, то ничего не нужно будет. Вот так вот. Потом скручивается. Вот так вот скручивается. Так, клапан закрываем. И вот он, вот, как литровая бутылка. И весит вообще всего ничего. У него есть мешок, которым надувать. Я в него убираю этот коврик. У него не знаю, зачем тут есть такая затычка. Вот. Коврик в него, чтобы не потерялся мешок. И потом вот сюда. Там ремнабор есть.
какой-то. Надеюсь, не потребуется. В другой раз уже такой коврик в этой жизни, я думаю, мне купить никогда не удастся. Есть у меня и самонадувные коврики, и сплавовский коврик на Примоловте, но это все шняга. Шняга, я вам скажу, в сравнении вот с таким ковриком. А коврик это, я думаю, даже не менее важен, чем спальник. Вот. И все. Убирается туда. Пилу я уже свернул. Вот пила. Теперь дело за спальником и за этим конденсатником. Да. Спальник. Иди сюда. Иди. Все. Вот. Носки пуховые. Тоже вещь хорошая. Китайский Эгис Макс. И шапка. Типа псевдокапюшон спальниковый. Тема. Спальник тоже китайский. Вот он. Вот он такой. Оранжевый. Хороший спальник. Мне нравится. Очень универсальный. И зимой, и летом. Ну, до -5 где-то так. Он очень работает хорошо. А ниже -5 я использую Баск Каракарам. Тоже, можно сказать, оверкилл, но лучше уж в тепле быть. Вот он. Ой. Так. Вот это вот тайвековский конденсатник. Он у меня чуть-чуть порвался вот здесь вот. Да я вот так вот, не помню, где-то там на Селигере, возможно, а может еще где-то пытался. Вещь хорошая. То есть это можно рекомендовать. Можно его рекомендовать. Может, потом подошью, посмотрим. В принципе, это никак не влияет. Никаким образом. И теперь его надо засунуть в пакетик. Пакетик. Залезай. Залезай. Туда. Внутрь. Как Барабас Буратино пугал. Говорит, я тебя сейчас прям в огонь, прям в камин. Как брошу. Но Буратино не хотел. Он же деревянный был. Ну, страшно это. Да и нам тоже страшно в огонь. Не только Буратино. Вот весь Тайвек. Вот такой. Легчайший. Это, ну, грамм 100, наверное, такой тип. Так. Теперь спальник. Вот. Надо вначале расслабить эти лямки. Ну и после похода спальник обязательно надо сушить. Потому что в любом случае влага в нем, испарения от человека различные идут. И пух там все это впитывает. Это пуховый спальник.
Вот, поэтому сушить его надо обязательно. И дома, и когда в многодневный поход, все равно надо сушить. О, какой он раздулся. Хороший спальник. И недорогой был. Вроде как говорят на гусином пуху. Конечно, не мармот, где там 990 там FP. Но тоже так нормально. Тут FP. Вот сюда же я... Вот здесь хороший пух. Вот это может пойти как в мармоте. Вот эти вот. В них даже и выходить можно. Прочная ткань. Я вот в туалет выходил в 6 утра. Вот. Опа, сюда. Весь спальный гарнитур. Ну, это вот... Что это такое? Это... Такой вот капюшон. То есть как бы капюшон от спальника можно не надевать, а вот эту только. И так комфортнее как бы несколько. Мне нравится эта штучка. Особенно в такое время. Летом-то она, конечно, не особо нужна. А вот когда прохладно немного, то лучше иметь. Ну и вот тоже этот самый вкладыш. Но это я когда голый сплю, чтобы не марать спальник своим телом. На нем же жир, там всякое вот это вот все. Вот. Чтобы спальник не марать. Но сегодня я спал в термобелье. Ну, просто так захотелось. В принципе, немножко менее комфортно, чем когда голышом. Но тоже ничего. Встал я. Мне было ни до чего. Залез. Но вообще в том термобелье, в каком вы ходите днем, лучше в спальнике не спать, потому что оно тоже отсыревает немного. Лучше отдельные, хлопчатобумажные какие-нибудь там. Вот в них спать комфортно, не в синтетике. Ну, можно. Вот у меня сплавовское термобелье. Конечно, хотелось бы Севера там или еще что, но это для состоявшихся людей, а я-то человек простой, не особо состоявшийся. Вот. Ну и вот спальник, вот коврик, вот тайвек. Вот это вот система для сна. Что у нас там еще? Подушка. Ой, не очень. Не очень она себя показала с хорошей стороны. Неудобная она. Ну, может, для чего-то она и годится. Ой, для чего-то она и годится. Но так, в общем, она довольно отстойная. Западные люди, у них там какие-то супер подушки есть. Не знаю. Ну, это, конечно, нужная вещь, потому что спать, когда спишь, особенно на коврике, там голова, подушка. Но я обычно что, набиваю пакет из-под спальника, набиваю вещами. И как подушку применяю. Опа. Вот так. Вот так. Ну, это ладно. Это подушка. Жалкая подушка. Так. Что-то еще у нас там осталось. Ой, господи. Ой. Ну, что тут осталось? Кое-какие вещи.
и все. Вот и осталось лишь боль и усталость. Вот так-то. Ничего не осталось. Физическая сила. Так. Вытаскиваем. Это я ползаю внутри палатки и отцепляю внутрянку тут. Отцепляю, значит, отцепляю. Я внутрянку отцепляю. Ой-ой-ой. Отцепляю. Вот туда. Проползаю. И отцепляю. Все. Отцепил. Так. Вот так. Кстати, обратите внимание, что ножны для мачете, хотя здоровые, но не мешают ползать там как угодно, потому что они на гибком подвесе. Вот так вот. Не садиться, не ползать, ничего они не мешают. Вообще их не замечаешь особо. Так. Вот, значит, палатка. Внутренняя. Вот она так выглядит. У нее сверху есть подвес, и там есть зацеп. Так вот делается, и по низу она там прикрепляется. Вот. У нее есть сеточка типа от насекомых. Такая есть снаружи. Низ у нее водостойкий из силикон. Легкая. Она весит полкило, может там, ну может еще и меньше, может грамм 300. Ну, в общем, она очень легкая. Ну что тут? Этот весит тоже меньше килограмма тент. А пространство там ого-го какое. Так, идет сюда рюкзак. Потому что в рюкзаке, рюкзак, кстати, небольшой, литров 60 или типа того. А в рюкзаке у нас есть вот что есть. Чехлы для палатки. Вот, собственно, чехольчик для внутрянки. И туда ее Арикси называется. Вся эта система, это тент и внутрянка. И вторая внутрянка большая у меня есть. Все это Арикси. Что это значит? Вот, не знаю, видно, не видно. Арикси XY или I. Арикси. Какой-то китайский бренд. Ой, китайский. Хорошая палатка. После того, как такие палатки распробуешь, на дуговые смотреть не хочется. Это настолько универсальная, легкая, удобная, вместительная, что дуговые не вариант. Так, ну что ж. Теперь нам надо тент демонтировать. Оп. Кол этот, но он довольно тяжелый. Его не обязательно брать там, где лес есть. Вот лес. Видите, там есть лес. Лес, там растут тоже такие колы во множестве. Но я люблю брать кол. Не знаю почему.
такой бзик. Вон у меня там два стоит этих кола, но я почему-то его очень люблю. И даже была мысль купить карбоновый кол, но потом подумал, нет, нет, это все-таки мне очень дорого и недоступно будет такие покупки. Зачем? Простым людям не полагается карбоновые колы. Вот, теперь я собираю все колышки, чтобы они не терялись. Это вот ветровые растяжки. Сделал ветровые растяжки, ветра особо не было. Но тут закон известный. Не сделаешь, будет ураган. А сделаешь, не будет ветра. Так что лучше сделать, и тогда будет спокойно на душе. Вот, раз собираю эти, значит, колышки в мешочек. Мешочек. Собираю их все постепенно. Главное, не торопясь. Торопиться тут ни к чему. Ну, конечно, всякие бывают обстоятельства. Различные. По-разному бывает. Может, иногда и надо торопиться. Но в данном случае пока вроде время есть. Поэтому я не буду торопиться. Торопись, не торопись, а результат один. Хочешь жни, а хочешь куй. Результат будет один. Да уж, жизнь пошла невеселая. Вот все колышки я собрал. Вроде как колышки собрал, да? Теперь ветровые растяжки отцепляем. Отцепляю. Опа. Отцепляем. Растяжки-то ветровые. Ветровые. Так. Все это надо собирать в пакетик. Вот в этот вот. Чтоб потом не возникало вопроса, где, чего, как. Но веревки мне надо, видимо, будет купить еще. Потому что у меня какой-то дефицит веревок образовался. Дефицит. А веревки нужны. Очень сильно нужны. Очень они нужны. Веревки-то. Веревки нужны.
И для палатки, и для всяких других дел, и печь растягивать. Конечно же, на Селигер возьму печь, очевидно. Без печи, ну как, я же там буду готовить, капусту там тушить, суп варить, рыбу жарить. Надеюсь, что такое будет там тоже. Для этого всего печь очень пригодна. А тут мне что-то как-то и готовить не хотелось ничего. Так, поел сушек. Вон хлеб есть черный. Не пропаду. А суповой набор из картошки и лука повезу обратно. Будет такой набор путешественник. Я могу и тут выбросить кабанам на потеху. Что это у нас? Вот, легчайшая. А то там какая-нибудь двушка весом 3 килограмма, с которой еще и не развернешься. Нафиг это все надо? Ну понятно, если вы там на каменистых каких-то местах ставите, там еще что-то, там дуги, да, может быть. Хотя это тоже можно поставить где угодно, просто не вбивать колья в землю, а камни, собственно, использовать. Может быть, в каких-то горных там восхождениях дуговые палатки определенного рода, они необходимы. Ну вот так вот, как бы, я считаю, что все-таки пирамида, она бьет все другие палатки. По весу, по вместительности, по удобству, что там высоко достаточно, с печью идеально совмещается. Да и недорогая. У нас продают какие-то палатки. Вот она в 2 раза дешевле, чем палатка там дуговая отечественного производителя, не самого лучшего, какого-нибудь сплава там, например. Или в 3 раза дешевле, чем... Или там в 10 раз дешевле, чем Севера. Или этот самый, как его, Хилиберг. Но больше, чем в 10 раз дешевле, чем Хилиберг. Хилиберг нам не светит. Ах, вот. В общем-то, и все собрано. Вот все. Leave no trace. Не оставляйте следов. Ну, тут и нет следов. Сейчас все в рюкзак покидаю. Сложу. Посуду сложу, еще чай заварю и туда пойду, в лес. Через лес. Потом туда далеко. А там и остановка электрички. И поеду. 3 с лишним часа. Да еще сейчас воскресенье вечер после праздника. Будет народ глубинный возвращаться. Ох, что там я не засмотрелся. То вот надо иностранцев приглашать, чтобы они проехали, разок посмотрели эту электричку в воскресенье вечером. Из Мурома, которая едет. Там люди на сутки, там все вот это вот суровые. Ой. И они бы тогда забоялись. Забоялись бы и сразу сдались бы все. И, в общем, полное было бы полная победа над всеми. Всемирное господство бы наступило. Как-то раз шел такой. В туалет надо было сходить, через вагон иду. Тамбур. Пытаюсь дверь открыть, толкаю, не поддается. Чувствуется что-то мягкое там. Ну я поднажал. А там человек лежит пьяный, просто вот очень сильно пьяный. Просто в тамбуре. Там наплевано, грязь, и вот он там лежит. А рядом еще другие стоят, курят там что-то, гы-гы. Народ. Такой вот. Нет, ну есть и приличные люди, но в основном на этом направлении, конечно,
Казанском суровый народ едет, суровый. Такой вот близкий к земле, к почве. Может, еще к чему. Ну, в общем, это тоже своеобразное испытание. Такой поездка на этой электричке. Я иногда даже в Черустях пересаживаюсь. Ну, там полчаса-час подожду. Пусть позже приеду, но не на такой жуткой электричке, как зверинцы там. Прости, Господи. Ладно, что рассуждать? Надо собираться. Ну вот, завершен поход, пора тушить костер. Все. Теперь в путь через лес. Ах. А пенек так и не сгорел до конца. Вот что такое лучковая пила. Хорошее дело такая пила. Да и силка неплохая. И мачете. В общем, с хорошим снаряжением надо ходить. С грамотным. Тогда будет удовольствие. Все, отправляюсь. Осталось 1,5 часа до электрички. Ну вот, почти дошел я до станции. Не без приключений. Снег тут лежит. Остатки снега еще есть. А приключение-то было в чем? Я в лесу сбился с пути. И ушел немножко правее. И все, попал в болото. Труднопроходимое. По пояс там провалился в воду. Потерял бутылки. 7 или 8 лет ими пользовался. Теперь они вот в болоте там находятся где-то. Вот так вот. Да еще вообще день какой-то не очень был. Верхнее кольцо у спиннинга сломалось. Блесну потерял. В реке зацепилась. Вместе с поводком хорошим. Вот так вот. Очень надеюсь, что больше ничего плохого не случится. Очень надеюсь. Вот. Машины там уже едут на электричку. А до электрички осталось метров 300-400. Может 500, не знаю. Но там уже вот видны знаки там. Это Тасино. Вот лесничество Тасинское, знак. Это значит уже недалеко железная дорога. Да, вот она, собственно. Ой, дошел. Хорошо вышел пораньше немного. С этим болотом, конечно, приключилось неприятно. Не раз я там блуждал. Лес очень глухой, труднопроходимый. Чуть ошибешься, и все, назад дороги нет. Вот, осталось дойти. Буквально совсем немного. Совсем немного осталось. Но только плохо, что вода набралась в сапоги. Я там вылил немного. Но все равно там вкладыш, там носки. Все это хлюпает. Но поскольку сапоги Эва, то не холодно, они теплые. Вот. Конечно, лучше было болотники какие-нибудь. Но что есть. Не смертельно. Живы будем, не помрем. Ничего вроде других повреждений никаких нет. Ну, посмотрим.
Чуть было не упал вообще туда, в это болото. Кое-где там глубоко. По бобровым хаткам шел. На лэп вышел. Тогда уже от сердца отлегло. Думаю, блин, куда ж я забрался-то, в какую страшную переделку. Но ничего, Бог миловал. Выбрался я. И вроде успеваю на электричку. Вроде успеваю. Вот народ на электричку спешит. А это вот дом, который тут разрушается уже много лет. Вот. Почти около самой станции. Туда-сюда снуют перевозчики. Народ возит. Пыль столбом. 200 рублей стоит проезд. Золотое дно. Вот тут столик, где я собираюсь, когда прихожу сюда. Солнечный вечер такой хороший. А вот и дорога железная. Вот все, там станция, там. Эх, московские номера. Все, по сути, пришел. А пришел я вот оттуда. Тасина. Актуальное расписание и стоимость своих подопечных приложений